Зомби. Зараженные милые существа, которые гоняются за каждым человеком, чтобы сожрать его мозги или просто подкрепиться. И лично у меня игры про зомби занимают особое место в библиотеке игр. Сегодня я покажу вам мой топ-10 игр про зомби-выживание в открытом мире. Перед началом прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы следующий топ по играм вышел скорее. Начнем. Unturned. Инди-игрулина в тематике зомби-выживания. Суть игры — это выживать как можно дольше. Для начала нужно найти припасы в ближайшем городе, обзавестись оружием, едой и по возможности медикаментами. Потом можно построить себе базу, где будут лежать ваши ресурсы. Если играть в мультиплеере, то к вам могут прийти гости, которые захотят завладеть вашим лутом. Короче, нужно будет обороняться не только от зомби, но и от людей. Мультиплеер богат новыми режимами, есть Battle Royale, выживание с китами, хардкор и RP Live сервера. Там, кстати, все почти как в GTA 5. Можно работать, продвигаться по карьере, быть бандитом и так далее. Серия игр Resident Evil. С этих хоррор-игр и начиналось мое знакомство с игровой индустрией. Обитель зла — это целая история про выживание одной группки людей, но они так или иначе причастны к происходящему. Сейчас вышли ремейки второй и третьей части с крутой графикой и приятным геймплеем. Если вы хотите поиграть во что-то сюжетное, интересное с головоломками, то можете выбрать первую, вторую или третью часть. Если, например, хочется больше экшена и стрельбы, то можно выбрать четвертую, пятую или шестую. А вот любители пощекотать нервишки могут запустить седьмую часть и испытать свое терпение. Сложные зомби, головоломки, зомби-боссы и крутой сюжет. Все это серия игр Resident Evil. Walking Zombie 2. Еще одна инди-выживалка в зомби-мире. Фишка этой игры, кстати, в том, что игра есть на мобильных устройствах и на ПК. Играть можно на чем угодно. Суть в том, что вы являетесь единственным человеком, который может сопротивляться вирусу. С этого все и начинается. Вы будете выполнять десятки заданий на зачистку, оборону, поиск предметов и так далее. Персонаж прокачивается, а за полученные деньги можно купить новые крутые пушки, броню, медикаменты или, например, гранаты, чтобы расправляться с пачками зомбированных. Эта игра вообще не требовательна к ПК, и я ее советую всем. Project Zomboid – самая многофункциональная выживалка в зомби-апокалипсисе моего топа. Для начала вы создаете персонажа, даете ему профессию, выбираете особенности, которые будут давать преимущества и недостатки, а сама игра начинается с рандомного дома на огромной карте. Вы лутаете все, что вам нужно. Кстати, предметов здесь почти 1000. Огромное количество еды, предметов для постройки, медикаменты и оружие. Игра пиксельная, что говорит о том, что на слабом ПК точно потянет. После того, как вы взяли самое нужное, можно отправиться на поиски безопасного места. Зомби вас слышат, видят и имеют память. Также они умеют ломать двери, вваливаться в окна и сбиваться в орды. Будьте предельно аккуратны, ведь ваш персонаж может заболеть или пораниться. И чтобы вылечиться, нужно будет много медикаментов и времени на выздоровление. Fortnite. Как известно некоторым, в игре есть зомби-мод, где вы сражаетесь с пачками зомби и выполняете разные задачки. В игре есть крафт предметов и просто огромное количество оружия. Оно имеет разные эффекты и разделяется на классы. Кстати, также есть лутбоксы в виде ламп. Они дают новые чертежи для оружия, ресурсы и выживших для того, чтобы укрепить свою базу. Также вы можете выбрать класс персонажа. Это солдат, строитель, ниндзя и чужеземец. И персонажей, кстати, тоже много. Они обладают своим набором талантов, внешности, а системные требования посредственные. Но я уверен, что вы сможете ее запустить. State of Decay. Еще одна игра про выживание зомби, но она преподнесена в более веселом формате. Игр этой серии всего две. В любой из этих игр вы должны сперва найти себе дом, место, где вы будете базироваться. Это будет ваш пункт, где будут находиться все выжившие. Вам надо будет собирать несколько видов ресурсов для выживания, а также обустраивать базу, строить кровати, огород и прочие полезные постройки. Персонажи могут заразиться, так что не получайте серьезных повреждений. А каждый выживший имеет набор талантов и прокачку, где можно выбрать направление в развитии.
DayZ. Всем, наверное, известная выживалка в огромной Черноруссии и не только. Это хардкорная выживалка в суровом мире игры. Зомби здесь не главная опасность. Самое серьезное здесь это другие игроки. Они непредсказуемые и зачастую враждебные. Верить можно только самому себе или товарищам, которых вы знаете давно. Персонаж здесь не прокачивается. Все как в реальной жизни. Стрельба и баллистика реализована на отлично, а у вас в распоряжении десятки видов вооружения, модулей на это оружие и предметов, которые помогут в выживании. Miscreated. Аналогичная игра, которая имеет свои механики, но по сути такой же геймплей. Зомби здесь бывают разные, а в подземельях, где можно подробнее узнать о сюжете и предысторию, будут громилы и очень необычные мутанты, которых нужно будет убивать. К сожалению, в этой игре маленький онлайн, но качество игроков сильно выше. Zombie U. Изначально игра создана для Wii U, но потом эту игру перенесли на ПК, и теперь можно играть в эту прикольную сюжетную выживалку. Вы играете за одного из выживших, который случайно попал в нужное время в нужное место, и голос за камерой вам помог спастись. Немного позже вы будете проходить сюжет, открывать новые типы вооружения, сражаться с толпами зомбированных и найдете еще одну секретную группировку, которая была готова к зомби-вирусу. Поначалу будет играть немного страшно, вы будете много аккуратничать, но потом, я уверен, вы привыкнете. Это хорошая игра для разового прохождения. Dying Light. Финальная игра в моем топе, в которой вы будете не только выживать, но и паркурить. Вы являетесь агентом, которого высаживают на закрытой части города в зомбированной местности. Ваша задача найти виновных и по возможности собрать данные о происходящем. Игра интересна тем, что вы будете не только выживать, но и находить очень интересные типы вооружения: молотки, мечи, сабли и всякие особенные реликты. Также есть огнестрелы, но они появляются во второй половине игры. Персонаж прокачивается в нескольких направлениях. Можно улучшить паркур, бой или таланты. А сам сюжет очень интересен. Если вы искали смесь всего сказанного в моем топе, то Dying Light вобрала в себя абсолютно все из предыдущих игр. На этом я заканчиваю мой топ. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий со своими впечатлениями. Может, вы играли в какую-то игру из топа. С вами был Тобукс. Всем пока.